Oculus. Глаза цензуры Роскомнадзора. С начала военных действий в Украине Роскомнадзор стремительно расширяет степень контроля в русскоязычном интернете и вводит в работу новые системы для жесткой цензуры. Так, с 2003 года ведомство запустило Oculus. С помощью этой системы в автоматическом режиме собираются анализировать больше 200 тысяч изображений в сутки и оперативно находить в них так называемый запрещенный контент. К нему относятся пропаганда суицида, наркотиков, табачных изделий. Однако, в первую очередь систему разрабатывают для политических целей. Ее собираются использовать, чтобы в короткие сроки выявить призывы к массовым акциям протеста и оскорбления Владимира Путина в изображениях и видеоматериалах. За реализацию проекта ответственен главный радиочастотный центр. Именно его сотрудники нашли подрядчиков для создания Oculus, а также курируют ее внедрение, использование и последующие доработки. Благодаря взлому серверов главного радиочастотного центра осенью 2022 года киберпартизаны получили внутренние документы и исходный код системы. И сегодня мы расскажем о том, как работает Oculus и чем обернется ее внедрение для интернета. Поддержи партизанскую хвалю и киберпартизан на Patreon. Ссылка под этим видео. Стань партизаном. Работа над системой Oculus началась 21 октября 2021 года с научного исследования, которое поручили провести сотрудникам Московского физико-технического института. За 15 миллионов российских рублей перед ними была поставлена задача за 2 месяца выяснить, возможно ли с помощью искусственного интеллекта находить в изображениях и видео определенный контент. Кроме того, сотрудники МФТИ должны были разработать концепцию Oculus. В результате проделанной работы подтвердили принципиальную возможность использовать искусственный интеллект для подобных задач. И в декабре 2021 года появилось техническое задание, по которому стали искать подрядчиков для разработки системы Oculus. Эти структуры, эти IT-компании, которые занимаются производством разного рода форм опознавания лиц, распознавания лиц, автоматической обработки контента, они, конечно, говорят себе, что мы просто развиваем технологию, но на самом деле в условиях тоталитарных режимов они, конечно, прекрасно должны себе отдавать отчет в том, что они являются частью репрессивной машины. В августе 2022 года эту задачу по договору за 58 миллионов рублей поручили ООО Execution RDC. Эта компания была учреждена в 2014 году двумя начинающими бизнесменами – Артемом Пономаревым и Сергеем Браилко, с уставным капиталом всего в 10 тысяч рублей. И на момент начала 2022 года в ней работало только 29 сотрудников. Госконтрактами они ранее не занимались, однако взялись с нуля разработать Oculus в срок до 12 декабря 2022 года, то есть всего за 4 месяца. Бюджет и сроки на реализацию проекта, по оценкам экспертов, знакомых с содержанием технического задания, нереальные и вызывают недоумение. Однако в феврале 2023 года Роскомнадзор заявил о запуске системы в эксплуатацию. Теперь разберемся, что именно удалось реализовать небольшой компании за скромный бюджет и в такие ограниченные сроки. Расскажем подробнее о том, как работает Oculus. Система реализована на основе архитектуры искусственного интеллекта YOLO версии 5 с открытым исходным кодом, которую разработал Глен Джохер, основатель американской компании Ultralytics. С работой YOLO 5 вы можете легко ознакомиться на официальном сайте компании. Достаточно загрузить на сайт фото, и в режиме онлайн искусственный интеллект определит все основные объекты, которые на нем изображены. С точки зрения нейронных сетей, этот проект идеально подошел для реализации прототипа Oculus. Таким образом, российская компания Execution RDC
фактически доработала уже готовое решение, созданное в США для распознавания различных объектов на фото и видео. Oculus способна определять заранее заданные изображения, например, логотипы, гербы, символы, лица политиков. На экране вы видите примеры изображений, на которых искусственный интеллект системы обучали выявлять негативную информацию. Все подобные изображения считаются цензорами Роскомнадзора нарушениями и должны быть заблокированы, чтобы даже в интернете люди не могли делиться своей точкой зрения и шутить на острые политические темы. Разумеется, в социальных медиа сейчас существует большое количество закрытых групп, и Роскомнадзор, и ФСБ, и целый ряд других специальных служб хотят иметь представление о том, что там обсуждается. Так что, это одна сторона Oculus, а вторая сторона – это контроль за изображениями определенного типа. И, в частности, за сатирическими изображениями Путина или подобного. Система сама не ищет изображения и видео с нарушениями, а также вообще не имеет пользовательского интерфейса. Oculus интегрирована в единый модуль анализа информации, который используют цензоры Роскомнадзора. Через него в систему передают изображения и видео из источников, которые уже стоят на постоянном контроле Роскомнадзора. Например, со страниц известных блогеров, политиков, медийных личностей, интернет-изданий. А Oculus, в свою очередь, должна анализировать эти материалы и выдавать оператору результат. Потому что Роскомнадзор, как мы видим, он ведет список. Этот список белорусские киберпартизаны опубликовали. В нем там чуть больше 800 человек, то есть меньше 1000. Это те, за кем постоянно наблюдают с помощью специальных технических средств сотрудники Роскомнадзора. Они следят именно за этими людьми, потому что эти люди в результате слежки объявляются иностранными агентами, тем самым они ограничиваются в возможности высказывания в социальных медиа. Именно за этими людьми идет слежка, как за лидерами общественного мнения и инфлюенсерами, которые публикуют тот контент, который производят другие очень активные, влиятельные медийные площадки, такие как, скажем, медиахаб ФБК, то есть Алексея Навального, или медиахаб Ходорковского, или даже теперь находящиеся уже за пределами страны российские крупные редакции, такие как «Медуза» или «Верстка» или «Холод». Можно назвать примерно 15 редакций, которые производят критический контент в отношении действий российских властей. Вот эта система контроля Роскомнадзора вскрыта. Но я подчеркну, что не только в ней дело. Мы видим целый веер действий в отношении контроля за свободой высказывания и разных инструментов, которые использует российская власть и близкие к Кремлю структуры. Система проверяет именно изображение, то есть все загруженные видео Oculus разбивает на отдельные кадры и в каждом ищет запрещенный контент. Причем для поставленной задачи система работает довольно медленно. Если взять заявленную Роскомнадзором скорость в 200 тысяч изображений в сутки, получается около 3 секунд на обработку одного изображения. А даже относительно короткое видео содержит несколько тысяч кадров. Так что система вряд ли способна обрабатывать больше, чем несколько сотен видео в сутки, в то время как в интернете их ежедневно появляются тысячи. То есть Oculus поможет Роскомнадзору проверять только очень небольшую часть новых видео из источников, которые уже стоят на контроле цензоров. И на данный момент система ищет только конкретные изображения. Если в видео, например, агитируют присоединяться к правому сектору, но нет его логотипа или он нарисован в нестандартном исполнении, Oculus не распознает запрещенный контент. Таким образом, система работает быстрее, чем человек, но не эффективнее. И несмотря на громкие заявления о запуске Oculus в феврале 2023 года, на данный момент в распоряжении Роскомнадзора, по нашей оценке, есть скорее прототип желаемого решения, а не полноценный продукт. Шути я тогда сам. Ну, еще. Ну, что оно
Чтобы создать программный комплекс, который способен находить запрещенный контент в большем количестве видео по разным оценкам из внутренних документов ГРЧЦ, требуется от 500 миллионов до 1,5 миллиардов рублей. И на данный момент он не реализован. Планы по работе над Oculus расписаны во внутренних документах ГРЧЦ вплоть до 2025 года. В 2023 году систему собираются научить обрабатывать видео с нарушенной последовательностью кадров и рисунки, а также улучшить распознавание текстов и расширить список объектов для поиска. В 2024 году намерены добавить аналитику эмоций, возраста лиц, а также поз людей и их действий. А в 2025 году Oculus по замыслу заказчиков проекта должна уметь различать фейки в изображениях и идентифицировать людей по силуэтам. В развитом демократическом государстве подобные технологии нейронных сетей и искусственного интеллекта применялись бы в основном на благо общества, например, для выявления и блокировки пропаганды суицида, наркотиков, педофилии, но в России на данный момент их стремятся использовать главным образом для тотального политического контроля общества. И в будущем подобные технологии, к сожалению, могут применять и в Беларуси. Поэтому мы просим распространить это видео, чтобы о системе Oculus узнало как много больше людей, а также опубликуем по ней внутренние документы, которые мы получили при взломе сетей главного радиочастотного центра. Подписывайтесь и следите за обновлениями на каналах Киберпартизан в Telegram. Поддержи партизанскую хвалю и киберпартизан на Patreon. Ссылка под этим видео. Стань партизаном.